Приветствую гостей и зрителей моего канала. Мы продолжаем с вами курс мини-лекций, которые направлены на изучение, как контролировать свое стрессовое состояние через тело. Сегодня будет у нас лекция посвящена теме гормонам. Какие гормоны участвуют у нас в стрессе и как они регулируют наше тело. Когда мы говорим о стрессе, то мы чаще всего подразумеваем это наше состояние. Но мы сегодня посмотрим на это с точки зрения эндокринологии, какие будут гормоны участвовать в нашем стрессе. Главные гормоны, участвующие в стрессе, это кортизол и адреналин. Давайте поподробнее будем их разбирать. Что такое гормон адреналин? Гормон адреналин – это прежде всего гормон действия «бей и беги». Он у нас вырабатывается в мозговом веществе коры надпочечников. Когда активизируется этот гормон, у нас появляется учащенное сердцебиение, у нас учащенное дыхание, у нас появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также у нас и расширяются зрачки. То есть организм у нас готовится к действию. Природой этот гормон у нас заложен не для офисного человека, потому что когда мы находимся в офисе, мы чаще всего наши эмоции подавляем. Также и с гормоном адреналин. То есть мы не можем ударить, например, в стрессе, мы не можем убежать в стрессе, также мы не можем закричать в стрессе, находясь на работе. А когда, соответственно, человек сидит в напряжении, гормон адреналин вырабатывается, но он при этом не может ничего сделать. Соответственно, начинает формироваться излишнее гипернапряжение, которое перерастает в дальнейшем в хронику. Гормон кортизол. Гормон кортизол – это у нас гормон медленного действия. Если адреналин не помог, то вырабатывается вторая линия защиты – это кортизол. Гормон медленный, он вырабатывается постепенно, не спеша. Что происходит с организмом, когда вырабатывается гормон кортизол? Прежде всего, это у нас он контролирует выработку глюкозы, то есть глюкогенез. Глюкоза нам нужна для питания. Затем у нас организм начинает перераспределять питательные вещества из мышц в мозг, потому что мозг в данном случае всегда будет превалирующим элементом. Ну и происходит модуляция иммунного ответа. В норме происходит легкое воспаление, которое контролируется нашим организмом, чтобы оно не вышло за пределы. Если при стрессе уровень кортизола всегда высокий и он длительный, то начинает появляться резистентность к этому гормону. То есть организм начинает привыкать к нему. И наступают следующие последствия для организма. На уровне мышц запускается катаболизм, то есть белок начинает тратиться на нужды глюконеогенеза. Синтез новых белков начинает замедляться, и мышечная ткань теряет в объеме, она становится менее упругой. И, соответственно, после нагрузок она хуже восстанавливается. Соединительная ткань. Нарушается синтез коллагенеза. Фасции начинают терять эластичность, они становятся более ригидными. Ситуация с иммунитетом выглядит очень интересно и парадоксально. С одной стороны, кортизол подавляет воспаление, но с другой стороны, когда происходит резистентность рецепторов, то есть привыкание к кортизолу, начинает формироваться длительное воспаление. Особенно оно происходит в тканях, в жировых тканях, фасциях и особенно в сосудах. Начинаются проблемы с метаболизмом, особенно это касается мужчин. У них начинает происходить накопление висцерального жира. Нервная система находится в гипервозбуждении, что приводит к нарушению сна, постоянная тревожность и постоянное чувство невысыпания. И, соответственно, это приводит к тому, что теряется работоспособность, человек не отдыхает должным образом. Ну и клинически, соответственно, это проявляется постоянной усталостью, сонливостью, проблемами с желудочно-кишечным трактом, даже может быть небольшая апатия, но при этом выраженной какой-то органики, то есть органического повреждения не происходит. Теперь давайте посмотрим, какая связь между этими гормонами, мышцами и болью. Как мы уже знаем, адреналин у нас повышает тонус наших мышц, то есть приводит их к действию. Кортизол, соответственно, ухудшает микроциркуляцию и приводит к дистрофическим нарушениям ткани.
И в результате мышцы у нас находятся в постоянном гипертонусе, чувствительность к боли и ишемии, то есть нарушение питания, что приводит к появлению триггерных зон и участкам максимальной чувствительности. В некоторых зонах даже может быть локальная боль. Кортизол имеет четкий циркадный ритм. Примерно с 6 утра до 8 утра он у нас находится на пике. Это нам необходимо для того, чтобы проснуться. В течение дня, соответственно, уровень кортизола снижается. Ну а минимальные значения кортизола у нас приходится с полуночи до 2 часов ночи, когда он наименее активен. Соответственно, это помогает нам лучше восстановиться и продуцирует гормоны роста и мелатонина. При хроническом напряжении этот ритм сглаживается, то есть вечером он очень высокий, а утром он еще недостаточно высокий. То есть человек утром просыпается разбитым, недостаточно выспавшимся, и он в течение дня ощущает постоянную утомляемость. Поэтому качественный сон крайне необходим для того, чтобы поддерживать этот гормон в норме. Также при хронически высоком уровне кортизола у нас появляется больше уязвимости к островирусным заболеваниям. Также у нас происходит замедление регенерации, то есть ткани заживают намного медленней. Также могут и проявляться аутоиммунные заболевания и хронические заболевания, потому что организм находится в постоянном стрессе, находится в режиме постоянной экономии своих ресурсов, чтобы выжить. У некоторых людей уровень адреналина настолько высокий, что организм к нему привыкает. И некоторые люди просто не могут жить без этого ощущения постоянного напряжения, постоянного драйва. То есть организм у них находится в состоянии постоянной мобилизации, готовности к действию. Происходит нарушение регуляции вегетативной нервной системы. Организм не умеет должным образом уже расслабляться и восстанавливаться. Как правило, у таких людей обычное состояние вызывает скуку, и они начинают искать себе приключения. Например, провоцировать конфликты, искать стрессовые ситуации, провоцировать людей на какие-то агрессивные. То есть начинает происходить дофаминовая подкормка. Человеку нужны постоянно новые ощущения. Гормоны стресса – это не враги, это наши помощники. Они помогают нам для кратковременных вспышек активности. Но другое дело, когда организм постоянно находится в режиме перегрузки, в режиме мобилизации. Нарушаются циркадные ритмы. Уровень стресса настолько высокий, что нервная система дает сбой. Мышцы не могут расслабиться. Тело постоянно кричит и появляются болевые симптомы. Падает иммунитет, появляются хронические заболевания, появляются даже аутоиммунные заболевания, также нарушается сон, и человек плохо восстанавливается. Поэтому тело человека не может постоянно жить в тревоге и напряжении, и в режиме мобилизации. Для этого нужно создавать максимально комфортные условия для того, чтобы нервная система максимально регулировалась комфортно и в состоянии покоя и безопасности.